Дорогие друзья, приветствую вас на нашем YouTube-канале. Как вы знаете, я автор новой системы знаний «Атмология». И мы получаем от вас много вопросов, и поэтому я записываю это видео специально для вас. Мы систематизировали часто задаваемые вопросы. Я пригласила человека, который не очень хорошо разбирается в атмологии. И я искренне надеюсь, что таким образом нам удастся ответить на все интересующие вас вопросы и быть относительно предметными столь непростой системы знаний. Я постараюсь. Начнем с главного вопроса. Так, Игорь, давай. С главного вопроса, что такое все-таки атмология? Атмология – это синкретическое знание, и для этого я объясню, что такое синкретическое знание. Да. Синкретическое знание – это знание, которое собрано на разнородных науках, которые никак не связаны друг с другом, но исследуют что-то одно. Так, например, антропология родилась, когда стала исследовать, что такое человек. А это и анатомия, и археология, и история, и много чего. Вот и атмология. Она собрана и из психологии, и из философии, и из древних восточных и западных систем знаний, которые исследовали, что такое человеческая жизнь, смысл человеческой жизни, и с нейрофизиологии, и из квантовой физики. Как бы соединились все эти знания в большей мере на основах квантовой физики, которая относительно объясняет вот этот наш тонкоматериальный мир, такую душевную нашу природу, душевную субстанцию. Вот. И, соответственно, синкретическое знание о смысле человеческой жизни и самое важное о том, как нам быть счастливыми. Потому что все эти знания, по крайней мере древние, утверждают, что мы приходим сюда для того, чтобы быть счастливыми. Смысл жизни у всех один, предназначение у всех разное. И вот наше счастье зависит от того, насколько мы это предназначение, насколько мы это свое «я» раскрываем, насколько для нас это безопасно, как нам быть в гармонии с собой и внешним миром. И, соответственно, нужно было все это соединить. Потому что одна система знаний рассказывает часть. Это как, знаете, вы медицину возьмете, потому что здесь и медицинские знания, и даже в этой медицине какое количество специализаций, которые рассказывают вам, что такое человек с точки зрения биологии. Если мы возьмем современную психологию, психотерапию, там сегодня тысячи направлений, и они все правы сегментарно. И как будто надо было это на чем-то соединить, чтобы сегодня иметь какое-то более объемное такое видение. И, на мой взгляд, атмология достаточно успешно с этим справилась, и у нас сегодня есть такое объемное видение. С кем или с чем имеет дело атмология? Она, как бы там ни было, в реестре помогающих профессий. То есть мы знаем психологов, психотерапевтов, коучей, там, биоэнергетов, реинкарнологов, астрологов. То есть это решение определенных проблем? Получается, что это часть задач, которые решает атмология. Потому что, чтобы прийти к этому «я», чтобы что-то развивать, нужно сначала себя узнать. Чтобы себя узнать, нужно вообще до себя докопаться, очиститься, потому что мы себя очень часто путаем с тем, что нас научили, с какими-то нашими компенсациями, с какими-то нашими защитными реакциями, с какими-то нашими проекциями, то, что называют ложное «я» условно. И поэтому часть технологий, потому что атмология — это не просто теория и философия, она содержит в себе такой чемодан техники инструментов, метод деконструкции матрицы судьбы. И там различные техники и инструменты для решения различных задач. Так вот, один из таких содержаний данного метода направлен как раз на относительное исцеление, очищение. Другой набор инструментов на развитие. Потому что мы с вами прежде всего личность, и наша с вами непосредственная задача ее развивать. И вот для того, чтобы ее развивать, нам тоже нужны инструменты, нам тоже нужны техники. И тогда получается, что атмология и ее техники и инструменты покрывают целую палитру. От надо полечиться,
до надо перейти на более высокий уровень качественный, более высокий уровень психоэмоционального состояния, качества жизни, там, больше денег, лучше семья, ну, в общем, объективные какие-то вещи. Вот, поэтому она больше сопровождение, вот, но сложно ее отнести там, конкретно к какому-то направлению. Поэтому, когда говорят, это что? Это психология, это философия, это, я обычно говорю, что это не теория, это не философия, это не система знаний, несмотря на то, что она всем этим является. Это образ восприятия мира. Это позиция восприятия мира. И из этой позиции абсолютно все другие знания вдруг начинают казаться другими. Поэтому наши техники — это квантовые техники. И, на мой взгляд, если знать базовые законы квантовой механики, то практически с каждой техники можно сделать квантовую. И поэтому мы богаты тем, что мы достаточно эффективны в этом сопровождении, вне зависимости от задач. Вы обучаете, как быть атмологом. Это профессия или это как часть, набор инструментов? Что это? Кто такой атмолог? Мы говорим, что это профессия, потому что мы берем за это деньги. Мы проводим индивидуальные консультации. Они могут быть индивидуальные, могут быть в группе. И поэтому эта профессия, она так и называется, атмолог. Но одного инструмента недостаточно. Недостаточно что-то просто знать, пойти поучиться. Этим надо стать. Мы в атмологии говорим, что ты можешь привести своего клиента только туда, к чему ты дошел сам. Если мы говорим клиенту, мы видим, что в его системе не хватает благодарности, то ты можешь даже не начинать давать ему эти рекомендации, если у тебя у самого этой практики нет. Если ты видишь, что сейчас душа работает над тем, чтобы сформировать в тебе смелость заявлять о себе, говорить о себе, да, на это есть какие-то причины. Да, атмолог помогает сопроводить твое бессознательное и сверхсознание в том, чтобы проработать это. Но работать придется тебе. Потому что сидеть и ждать, что ты вдруг стал смелый, глупо, хотя импульсы уже могут какие-то появляться. Это труд, над этим надо трудиться. И вот если он сам в этом месте, не очень, то это не работает. Потому что в атмологии мы работаем с атмой. Атма на санскрите — это суть, самость. И там внутри наших ядер, наших структур личности есть то начало всех начал, где мы все едины в этом поле. И когда мы сонастроены с человеком на вот эти центры, то тогда все и происходит. То есть вот мы можем посмотреть, например, как работает атмолог, и даже внешне не отличить, чем это отличается от коучинг-сессии, например, или чем это отличается от классической трансовой или регрессивной техники, или чем это отличается от классической танцевальной терапии, например, или биоэнергетики, потому что мы в атмологии очень многие инструменты используем. Отличается как раз тем, в каком состоянии находится атмолог. Если он сейчас в своем центре, да, у нас есть вертикаль, горизонталь, у нас есть сердце, если он сейчас звучит из своего вот этого центра, то он буквально в клиенте на резонансе активируется этот центр. Есть резонанс, это где мы как личности резонируем, а есть резома, резонанс центров. А так как наш центр, мы там все чисты, прекрасны, божественны, только мы пока об этом не помним, не знаем, то беседа, когда ведется, говорит, там, с открытым сердцем, из поля сердца, и это не совсем прям очень доброе и очень ласковое. Иногда нужна провокативная какая-то техника, иногда нужно обличение, иногда нужно «я сейчас чувс правда». Потому что многие путают, что сердце – это исключительно милосердие и любовь. Бог, Он еще истина, а это правда. А это вы себя обманываете, по моим ощущениям. А это потому что я слышу, здесь не хватает ответственности за свои поступки. Или это констатация, это
То есть я к тому, что сердце, оно немножко больше включает в себя. Мы говорим о том, что есть такие базовые основы, которые могут максимально нас приблизить к нашему центру. Вот среди них доброта, вот эта вот честность и юмор. Вот, поэтому мы, как правило, слезы льем во время запроса, потом говорим, ну все, теперь давай доставай ту личность, которая готова сейчас смотреть, видеть, брать ответственность, решать. Мы не работаем с детьми, то есть с детской частью, поэтому у нас немножко так все совсем не похоже на психотерапию, может быть, даже отчасти больше на коучинг, но с определенными качествами. Поэтому атмолог – это тот, кто придет как искусство. Тебе дадут, расскажут, как готовить холст, тебе расскажут, как смешивать краски, тебе расскажут, какими кистями, инструментами ты можешь достичь того или другого эффекта. Но будет ли из этого живопись, зависит во многом от тебя. Так вот, для меня сеанс атмологии, консультация атмолога – это животворение, рождение себя из себя. Сопровождение человека к себе. Мы не помогаем, мы не учим, мы не раздаем советов, потому что одному нужно перестать материться, а другому нужно научиться. Одному нужно научиться договариваться, а другому нужно научиться продавливать свою точку зрения. И в каждые периоды жизни нужно немножко по-другому. И это знает только система клиента. Поэтому мы как раз сопровождаем, мы свидетельствуем этот процесс живорождения и животворения. Поэтому атмолог – это не просто набор техник, инструментов и сертификатов, а это тот, кто чем-то, кем-то стал. Кто может стать атмологом? Любой человек. Я поняла, о чем ты говоришь. Нужно ли специальное образование? С чем я столкнулась? Поначалу мне почему-то казалось, что человеку необходимы какие-то базовые знания. И я до сих пор считаю, что это хорошо, когда у тебя есть какое-то базовое образование в сфере медицины, педагогики, психологии или, например, инженер, связисты. Вот те, кто знают, как устроена система. Понимаешь, вот те, кто знает, как работает система. И мы говорим, атмолог аморальный, он смотрит на закон, он смотрит на нарушение этих законов. Когда выстраивается все это, все выстраивается и другое. Вот. Но когда приходят вот прям с каких-то уже направлений узких, те же психотерапевты или с какой-то духовной практики, где прям человек утвердился в какой-то своей нише, им как будто сложно переучиться, что ли. Да, им как будто сложно посмотреть на это объемно. У нас нету системы убеждений, что это так или не так. Мы говорим, что сколько людей, столько реальностей. Мы говорим, что в твоей реальности может быть древо Сефирот, а в моей может не быть. Хотя каббалисты говорят, что это базовая структура Вселенной. Нет, это мы теми уникальны. И у атмолога должен быть отчасти такой даже интерес познания, как там у тебя. Я захожу в твой мир, я захожу в твою атмологию, в твою внутреннюю Вселенную. И я сейчас рассматриваю, как тут у тебя. И через это свидетельствование, приветливость, открытость твоя система запускает процессы аутопоэза. Они заложены во всех живых системах по саморегенерации, самоисцелению, самовосстановлению. Происходят инсайты, происходит разблокировка, происходит выравнивание, происходит примирение внутри там, различных наших расщепленных частей. Как раз не за счет технологий, хотя мы их используем, наверное, скорее даже для ума человека, знаешь, чтобы его чем-то занять. Вот. Скорее для того, чтобы он в этом поле побыл, и для него это случилось. А уж какие техники, почти не важно. А кто чаще всего приходит обучаться атмологии? Чаще всего это все-таки действительно люди, которые или в помогающих профессиях. Это психологи, медики, астрологи, коучи, нумерологи, биоэнергеты, массажисты, кстати, парикмахеры, косметологи. Вот тех, кто много с людьми. И они как будто... Я помню хорошо, когда была одна коллега, и она много лет работала парикмахером. И она говорит,
И она разговаривала с людьми. Ну, самый лучший психолог – это постоянный парикмахер, да. Вот. И она говорит, я сегодня могу прям диссертацию защитить, рассказать, какие волосы и какой характер. Даже какие там вихри, где у тебя вихри, говорит, и вот здесь она клиентов годами своих знала. И те, кто соприкасаются с людьми, с человеческой душой, с проблемами, они, как правило, и больше склонны искать дополнительные техники, инструменты, потому что, давайте говорить откровенно, я сама из области психологии и психотерапии, мы сейчас в определенном кризисе, не работает. И сегодня у людей нет времени ходить как в церковь регулярно 2-3 раза в неделю к гештальтисту или психоаналитику или к другому специалисту. У нас сегодня время жизни, нам не хватает его на работу с работы. Вот. Нам нужны короткие действенные техники, нам нужны техники самопомощи. А атмология, она в первую очередь еще обучает, как тебе потом с собой жить. Атмология как раз говорит, я не знаю про тебя ничего. И никто про тебя не знает. Только ты эксперт внутри себя. Только ты, твоя система знает, как тебе надо. И как тебе надо сегодня, и как надо будет завтра. И завтра может быть совсем по-другому. И что тебе нужно кушать. И это если питание, то оно интуитивное. Если общение, то только ты знаешь. Да? И тебе нужно просто быть в контакте с этим своим «я» и учиться жить из этого. И поэтому это, как знаешь, мы даем не рыбку, мы учим, как ее ловить. И в этом мы не успешны как атмологи, если у нас клиент не вышел на другой уровень мировосприятия, на другой уровень понимания этой жизни. Как только меняется взгляд вот, да, и понимание определенных вещей, очень многие вопросы уходят сами по себе. То есть атмолог сопровождает человека к такому расширению. Поэтому это такой один кластер тех, кто приходит. Второй – это те, кто всю жизнь лечили себя. И к психологу они ходили, и выкрикивали, и выплакивали, и йогой они занимались, и дышали. И они понимают, что нужно что-то делать не только для своего тела, но и для своей души. Они точно так же ищут какие-то техники, инструменты. Иногда приходят для себя, становятся атмологами. Вот. Иногда приходят другие специалисты, берут инструменты и просто привносят их в свою профессиональную деятельность. И еще сейчас мы готовим как бы этот пакет документов «Атмология, бизнес и политических систем». И мы собираемся говорить о том, что эти техники чудесно, прекрасно работают и в организациях, потому что законы функционирования систем идентичны. Это ваше тело, это ваша личность, это семья, или это организация? Законы одни и те же. Значит ли это, что ваша организация, ваша компания все идеально? Увы. Именно поэтому пока атмология бизнес и политических систем ждет своего времени. И дело не в том, что я плохой атмолог. Мой бизнес и есть я. И у меня не хватает определенных качеств, структур личности, которые я сейчас формирую. Мне их не передали предки. Мы никогда не были управленцами. Мы всегда были батраками, наемными. Мы никогда не были работодателями. Мы никогда ничем не владели. То есть у меня прям на много поколений ничего не имели. И всегда нам приходили мы куда-то, нам говорили, во сколько приходить, что надо делать. Ругали, если хорошо, да, там, платили, если... ругали, если плохо, платили, если хорошо. Ну, условно. И я вам скажу, другой уровень ответственности. И у меня генетически нету таких скиллов. Более того, просматривая опыт прошлых жизней, в ближайших там местах тоже не было, потому что то солдат, то... И я очень крутой исполнитель. И я знаю, что в командной работе поэтому я была успешна, когда я делала все сама. Когда я организовывала сама приезд Берта Хеллингера, Станислава Грофа, огромные конференции, где 14 приглашенных тренеров, и мы там День учителя в центре города выкупали трехэтажный. Все это на вордовских табличках, и все, но я все делала сама. Потом я начала нанимать людей потихоньку, и я начала делать работу за них.
потому что оказалось в моей реальности, что мне это сделать проще, быстрее, никто лучше меня не может сделать. И это был целый такой путь, пока я осознала, что у меня не хватает определенных качеств. Качеств управленца, качеств... Это же верховная структура, где ты и справедливый, и мудрый, и это же целый портфель всего. И я учусь. Вот, мне очень хочется и не надо, и очень хочется взять какого-то директора, чтобы он все сделал сам и построил мой бизнес, но это ложь. Пока я этим не стану, не простроится. Вот, и я вот на стадии формирования структуры, искренне верю, что мне это удастся. Какие инструменты есть у Atmology, чтобы работать с клиентами? Мы делим наши техники и инструменты на таких несколько видов. Условно, потому что я могу сейчас сказать, кайтен-сессии, там, атмохилинг, деконструкция ДМС и так далее. Вам это ни о чем не скажет. Я скорее подразделяю их на подвиды. Люди приходят с разными сенсорными системами, которые у одного более активны одни, у других более активны другие. Кто-то больше визуал. Мы предлагаем айвижинги, это такие трансовые техники, медитативные техники. Они отличаются от классических медитаций тем, что мы никуда не ведем. Человек скорее дает запрос, запускает процесс и свидетельствует, как работает его бессознательная сверхдуша. Айвижинги. Айвижинги, да. Их много достаточно подвидов, протоколов, но просто в каких тематиках, как, и чтобы человеку было не скучно, там целый ассортимент. А другие больше кинестетики. Они очень хорошо чувствуют, они очень хорошо ощущают, они прям телом очень хорошо воспринимают пространство. Мы им предлагаем кайтен-сессии. Это когда мы прямо в пространстве с помощью листочков или ридеров других людей выставляем проблему, запускается вот этот аутопоэтический процесс, распаковка, и человек в очень хорошем контакте с чувствами, с эмоциями, с ощущениями, состояниями. Есть люди, которые очень плохо чувствуют. Обычно это когда такие психологические травмы пренатальные и в раннем возрасте, или там было расставание с мамой, там отдали на молочко бабушки и привезли, через 3 года приехали, забрали, вот, или там внутриутробно были какие-то нюансы, и они телом практически ничего не чувствуют. У них очень такой скудой эмоциональный интеллект будет, они такие интроверты, и закрой глаза, представь, не работает. Поэтому у нас есть техники проективные и интеллектуальные такие, где у нас есть определенные скрипты уму попасть. И прям, знаешь, когда жарко стало, мы говорим, баня, попали. Плюс у нас есть инструменты, как мы ищем этот ключевой заряд быстро. И как только мы его находим в ближайших минут 20 консультаций, начала. И дальше уже мы знаем, кто перед тобой сидит. Видно. Или можем даже сказать, как вам проще. Если я сейчас предложу закрыть глаза, представить, или станьте, почувствуйте, или мы сейчас через вопросы, мы к этому веду. Бывает комбинированная система, поэтому мы можем встань, закрой глаза, подумай, почувствуй. В общем, мы комбинируем все это. И дальше мы просто используем уже непосредственно сами настройки биологического нашего объекта для того, чтобы он на резонансе сонастроился и произошла уже распаковка этого ключевого фрактала. Чем атмолог отличается от психотерапевта? С какими запросами к нему приходят? С запросами к нам часто приходят с теми же, что и к психологу. Потому что люди все еще думают, что атмолог — это такая современная психотерапия, квантовые техники. Это правда. Но чем больше люди узнают атмологию, погружаются, они потом начинают рассматривать этот инструмент как инструмент развития, моделирования своей личности, даже отчасти как духовную практику, где ты соединяешься уже с собой, со своим «я», где ты уже из этой атмы, из своей самости живешь. Поэтому все зависит от задач, и атмология успешно решает все задачи. Но все-таки мы более известны, условно скажем, пока как такая альтернатива психологии. И я сейчас тогда отвечу на вот этот вопрос, чем отличается атмолог от психолога или психотерапевта. Для этого я напомню о том, что когда только на заре
психологии, это наш глубоко уважаемый Фрейд, сказал, что есть понятие психологии, и что человек троичен. У него есть ид, это его биологическая оболочка, у него есть эго, и это бессознательное, со всеми теми вытесненными чувствами, его контурами, структурой личности и так далее, которые его формируют. И есть суперэго или сверх-я. Так вот, психологи, отчасти это и коучи, и когнитивные психологи занялись исследованием вот этого сознательного ума и как биологическая начальная оболочка, то есть осознаваемого, где находят иррациональные модели мышления, поведения, меняешь ты волевым усилием какие-то действия, движения. Но этого было недостаточно, и появилась психотерапия. Психотерапия работает с психикой, и она работает с бессознательным. И когда начали нырять психотерапевты в бессознательное, то оказалось, что там есть и бессознательное внутреннего ребенка, детских травм, и бессознательное, в которое включены опыт наших предков, поэтому появилась системная семейная терапия, расстановки и другие. И гештальт-терапия стала оттуда чувства, эмоции вытаскивать, и психоанализ на сновидениях стал разбирать. То есть появилось огромное направление, которое называется психотерапия. Они работают с бессознательным. И, на мой взгляд, сегодняшняя психотерапия стоит на грани краха, потому что нужно двигаться дальше, а дальше нужно двигаться к сверх-я. А этим сверх-я, этой атмой, как раз, этой душой, условно, как раз занимались только духовные гуру, некоторые биоэнергеты, там, ну это не совсем то, но тем не менее, да, и религии, и различные духовные направления, йога та же. И там, если вы зайдете, вы вдруг тоже видите огромнейшую палитру. И поэтому современный человек, если придет со своей проблемой к травматерапевту, найдут травматерапию, найдут травму детскую. Пойдет к расстановщику, найдут родовую программу. Пойдет к реинкарнологу, обязательно найдут какой-то кусок кармы и будут его тоже долго тащить. Биоэнергету он найдет, к телесно-ориентированному найдет зажимчик. К кинезиологу увидят, где у тебя чего не так, и так далее. И они все правы. Именно поэтому в свое время я, как человек, который прошла и базовую психологию, и психотерапию, и была в различных духовных практиках, поняла, что все про одно, а как это все соединить? Как это все соединить и как найти ту кнопку, ту рэперную точку, проработав которую мы можем запустить работу на всех уровнях. Так вот, решением оказалось работа через атму. Когда мы посмотрим, как функционируют наши системы, то мы дойдем с вами до наших атомов. И внутри атома есть сила, магнитное поле, которое создается. И за счет этого магнитного поля ничего не разлетается. За счет этой силы вращаются электроны по периферии, создаются торсионные поля, жизнь создается. Но на самом деле сила, самость, суть, она в центре. И это и есть наше сверх-я, это и есть наша истинная суть. И поэтому во всех наших практиках мы вроде как используем инструменты психологии, но попадая туда, мы условно говорим «я есть свет». Или атмолог сейчас находится в этом центре. И происходит такая своего рода разблокировка. Вот представь, у тебя из каждого ядра атома, из каждого ядра клетки заходит твое «я», которое сразу запускает процесс преобразования, ибо это истина. И оно начинает растворять все ложное, вытесненное, какие-то деформации, сложные, ровно столько, сколько это возможно, полезно. То есть отчасти такая прям чудесная техника, да, и она звучала бы волшебно, если бы квантовая механика сегодня не объяснила нам, как устроен этот мир. И она как раз объяснила законы тонкоматериальные, не физические, а тонкоматериальные. А наш мир физический является феноменологическим проявлением тонкоматериального. И все знают, и гомеопаты, и все остальные, что первопричины там. И вот чтобы туда добраться, мы или долго ходим снизу вверх, глядишь, нам повезет куда-то выпрыгнуть, но мы заходим сверху. И вот это основное отличие. Атмолог работает через атму,
через центр, через то, что ты уже здоров. Ты всегда ним был здоров. Ты просто забыл. Ты просто поверил, что ты болен. Ты уже всегда был совершенен. Но твое сознание идентифицировало себя вот с этим. И второе большое отличие. Психологи, ну и все вот это направление работают с плохим прошлым. Я на это потратила порядка 20 лет своей жизни. Я была в определенной иллюзии, что очистив плохое прошлое, мы изменим наше настоящее. Мы его облегчим, это гарантированно. Но изменений, извините. И тогда я пошла в коучинг, тогда я пошла, что если это разблокировалось, то как тогда нам здесь сформировать это новое? Как нам стать тем папой Карло, который сейчас выстрогает из тебя чего-то? Начала собирать определенные техники, инструменты. Это оказалось тяжелый труд. Ну, это как в спортзале. Ты приходишь, и тебе надо со своего тела что-то сделать. Ну, давай, да. Я думаю, ну ведь все древние знания утверждают, что мы за одну жизнь, можем достичь. И это говорят все. В этом игра жизни. Знаешь, когда-нибудь играл в бродилки такие, да, и кажется непостижимо, а потом раз, а под камушком ключ. Кажется невозможно, а потом хлоп, а там где-то тебе, да. Ну, тебе надо умереть раз 20, чтобы вдруг потом это обнаружить. Так вот, такое впечатление, что в этом трипе под названием «Жизнь» что-то похожее происходит, когда мы становимся вот этими уже игроками и на нюх, и на интеллект, и мы начинаем по-другому играть. Так вот, знаешь, где был ключ? В будущем. Энергия течет из прошлого в настоящее и из будущего в настоящее. И будущее многовариативно. И если ты опираешься не на плохое прошлое, а почему мы на него опираемся? Нас обманули, мы теперь не верим. Мы где-то высунулись, там дед анекдот рассказал, его репрессировали. Ты правнук этого деда никогда и не видел, а по какой-то причине помалкиваешь, потому что система заботится о выживании. И она свята. Солгали? Получилось. И ты теперь брехун, и сам не знаешь почему. И хочешь вроде как с этим поработать, начинаешь правду говорить, а жизнь рушится. Ты опять думаешь, что ну его, понимаешь, потому что так все сконструировано под вот эти вот программки. Но если мы опираемся на наше хорошее будущее, а у нас есть технологии, тогда ты сонастраиваешься с ним, и оно тебя ведет. И оно, то есть это прям такая пропись. Но хорошее будущее не мы не даем сценарий. Это состояние. Это состояние, в котором ты хочешь быть в контексте данной темы. И ты, например, можешь думать, что тебе для счастья нужна машина. А это ум так думает. А вообще в наилучшем варианте судьбы Адавосы утверждают, что есть те коридоры жизни, где мы счастливы, богаты и успешны, и атмология это теперь утверждает, потому что уже проверено. Вот. Тебе надо что-то совсем другое для счастья. И ум твой так вообще даже бы не придумал, что это может быть так. Ну, например, вот тебе нужно просто квартиру купить возле, или найти работу возле своего дома и ездить на самокате, и окажется у тебя счастье. А если дайте сейчас машину, в пробке постоишь, нервный срыв, больничка, жена бросила, понимаешь? То есть мы как будто придумываем себе эти рецепты счастья. И когда мы из внешнего воспринимаем этот мир, мы думаем, что у нас, если это будет, то тогда это будет. И многие знают, годами тратят свои жизни на достижение цели, пришел туда и застрелился, потому что неинтересно. Ум думал, и предвкушение было более вкусным, чем само достижение. Так вот здесь мы ориентируемся на нашу душу, на нашу атму. А она как раз посередине, между духом, это задача нашей жизни, и между непосредственно нами, которая нужна удовлетворение всех потребностей, нашему эго надо, и уважение, и почитание, и самоуважение, и все. И вот она, скажем так, знает все вот это, и мы как будто ей навигацию эту отдаем. И в момент вот этой перестройки системы, когда уже прошло очищение, когда прошел разбор, мы запускаем сонастройку вот этого хорошего будущего. И стоит сразу объяснить, что мы говорим наилучшее,
но наилучшее – это посильное, возможное, то, которое ты можешь вместить, то, которое соответствует твоей конфигурации. Чем более совершеннее ты становишься, тем больше у тебя тогда варианты уже и переходить. Вот это и есть многовариативность мультивселенных, когда мы одномоментно могли бы быть и там, и там, и там, если бы, да, вот, и атмология как раз это очень легко показывает, и показывает, как легко работать с линией времени, и это может становиться очень интересным, потому что рано или поздно игрок начинает понимать, что его реальность рендерится его сознанием, а его сознание — это его характер. Хочешь изменить судьбу — меняй характер. Хочешь изменить характер — бери черту какую-то, да, которая тебе сейчас нуждается в развитии или мешает, она гипер или гипо, и начинай сотрудничать со своей душой. Она сразу производит разблокировку вот этих тренинговых площадок под названием «Проблема», потому что ты сотрудничаешь. И тогда начинается красивое движение, когда внутри тебя классный навигатор, который точно заинтересован, чтобы вы вышли на совсем другой уровень качественный. То есть игрок — создатель своей реальности, а не психотерапевт. Точно. Как происходит процесс обучения? Насколько это длительный и сложный процесс? Это короткий процесс. Первый уровень — это всего 6 модулей по 2 дня. Второй уровень — это 5 модулей по 2 дня, суббота-воскресенье, когда мы в режиме онлайн работаем. У нас программа есть в записи, и любой человек может купить курс и пройти его самостоятельно. И наш опыт показывает, что есть очень успешные реализованные атмологи, специалисты, которые обучились просто приобретя курс. Мы тогда даем заход в нашу закрытую группу, они сразу включаются в практики, они сразу, атмология дает техники не только индивидуального консультирования, но и групповые. Когда ты приходишь, с тобой работает команда атмологов. Есть главный, остальные как ридеры, те, кто с частями программы твоей работают. И ты заходишь туда ридером, ты вот новоиспеченный атмологом, ты очень быстро приобретаешь практику, у коллег можешь работу пройти, потому что у нас обязательная часть проработки своя идет. Для сертификации потом уже надо сдать там супервизию, записать видео одной из своих работ. И это не оценочная работа, а скорее засвидетельствовать, что ты работаешь, а не просто купил программу и повесил «я атмолог». Да? Вот. И поэтому есть 2 вида людей. Одни не способны самоорганизоваться, им тогда надо в группу. Идеально офлайн. Они у нас, как правило, выездные, бывают раз в пару лет. Мы там или в Турцию едем, или куда-то, люди приезжают, живут, и мы тогда 10 дней с утра до вечера познаем все азы. Она может быть онлайн, вот когда мы каждую субботу-воскресенье по 2 дня на протяжении там 1,5 месяца. Но есть те, кто очень-очень успешны в том, что они покупают, загрузились, подгрузились. И самое интересное, что практически все наши говорят, на момент самого обучения ничего не понял. Это полевая работа, ты реально как в трансе. Но каким-то чудесным образом тебе как будто загружается на подкорку, человек начинает работать и получается. Почему получается? Потому что техники не работают. Работает сам клиент. Твоя задача найти вот этот коннект, когда ты в поле души, когда ты в нужном состоянии. Все, тогда, получается, полечил себя, словил это состояние, и все. А дальше даже могут быть те техники, которые человек использовал в другой своей работе, в другой своей практике, но она становится квантовой, потому что сейчас он в том состоянии. И вот как мы ищем ключевой заряд, это очень быстро мы определяем, он просто, вот это надо как бы понять смысл. Вот, поэтому обучение может проходить как в группе, так и в записи. И тут уже кто-то сел и выучил, кто-то полгода смотрит, возвращается, заходит в эту группу, досматривает. Ну, в общем, мы даем доступ на 1-1,5 года. Этого вполне достаточно, чтобы ассимилироваться и получить эту такую профидентичность. Какое соотношение теории и практики? Ну, 2-й уровень вообще одна практика.
практически. На первом уровне первых 3 модуля, наверное, все-таки 50 на 50. Почему? Потому что на первом уровне мы даем понятие травмы и травмы опыта текущей жизни, а у нас травма может быть и внутриутробная, и в раннем детстве, и в подростковом, и что, в общем, и здесь надо знать определенные основы. Потом мы работаем с опытом родовой системы. И там есть такое понятие, как родовая травма. Незавершенные события, неотплаканные, неотреагированные, неупокоенные, переплетение, замещение, парентификации. Ну, в общем, такое все как бы сложное вроде, но на основе генограммы такая плата у тебя базовая, в принципе, на котором вся твоя структура выстроена, это родовая система. И вот прям блок такой есть по системной теории и по реинкарнологии такое, да, основы определенные. Но так как ты уже знаешь, что такое травма, так как ты знаешь, что в родовой системе оставляет следы непроработанные, то здесь по большому счету то же самое, ну, немножко меняется техника сбора вот этого вот расщепления. Потому что вся атмология работает на то, что ты разбросан в своей внутренней вселенной по разным мирам, с родовыми переплетениями, по линии жизни, где-то в опыте других воплощений условно. Кто не верит в карму, не вопрос. Коллективное бессознательное. Ты включен где-то там в этот опыт. Сегодня это доказано наукой, что мы включены не только в родовую историю, но и в коллективное бессознательное. И задача атмологии — сделать эту сборку. Для того, чтобы сделать эту сборку, нужно вот это поразблокировать. И это, знаешь, как если капельки масла у тебя в водичке, и нету какого-то движения, они по разным местам. Чуть-чуть они раз и собрались. И душа всегда стремится к целостности. И эта целостность всегда будет в центре. Она всегда будет в ядре. И поэтому разница в этой теории потом только по техникам, которые мы применяем на том или ином уровне. И чем дальше, тем теории меньше, меньше, меньше. Но очень часто люди приходят уже с какими-то базовыми пониманиями. Они уже что-то читали, они уже что-то слушали, они уже прям специалисты. Они скорее у нас радуются, что, Боже, у вас все собрано, у вас все собрано, у вас все понятно. Вот. И поэтому, как правило, с теорией вообще нет заморочек условно. Они потом скорее добирают, дочитывают, мы даем рекомендуемую литературу. У каждого человека все-таки свой уровень или скорость обучаемости. Насколько человек, который прошел курс, 2 модуля, вы сказали, да, это готовый специалист? Или есть какая-то супервизия после обучения? Когда обучение условно заканчивается? Никогда. Нет предела совершенству. Поле нас продолжает учить. Поле делает из каждого своего рода инструмент. Знаешь, вот ты отверточка крестообразная, а я там ключ на шестереночку там, да, с определенным размером, а кто-то кисть, а кто-то трансбойчик. И вот ты этот проводник, через которого вот такая вот идет работа. И это скорее, чем больше ты знакомишься с собой, тем по-другому ты все это применяешь. Поэтому я могу сказать, что обучение никогда не заканчивается. Но для того, чтобы приступить к работе, у нас уже после 1-го модуля люди начинают проводить практики. Это обязательное условие. У нас даже есть условие, ты на 2-й уровень не идешь учиться, пока не заработал деньги с 1-го. То есть куда ты идешь? Если ты не стал зарабатывать, то, наверное, что-то пока не так. И, наверное, ты еще пока к этому другому левелу не готов. Вот. Поэтому у нас обязательное условие, ты начинаешь работать после 1-х дней обучения. Все, это обязательно. Ты можешь пока не брать деньги, вот, но уже для баланса, наши чтут баланс, тому другу или подруге, которую ты делаешь, уже там тебя чаем должны напоить как минимум, потому что в любом случае польза того, что ты получишь вот от такого пока юного атмолога, будет достаточная, чтобы не перевесило, что он на тебе поучился. Ты получил больше, чем он поучился. Поэтому мы с точки зрения баланса говорим о том, что на первых порах можно друзей, знакомых, вот, но потом после модуля 3-4, а их на 1-м курсе 6, обязательно условие — ты берешь деньги.
дальше не двигаешься. И вот здесь прям начинается ломка. То я еще не готов, то я еще не могу, то я еще не... У нас есть инструменты, у нас нету у атмолога рекомендуемой цены, потому что она твоя и моя отдельно. И у нас есть даже такой небольшой кайтен, полевая работа, где ты пишешь на одном листочке вот эту сумму, которую ты думаешь, вторую, меньше, больше, и так и пишешь: меньше этого, больше этого, и переворачиваешь. Ты не знаешь, где какая, вот, и ты сейчас сонастраиваешься, да, где ты выровнен, можно клиента еще поставить условно, и ты становишься почитать: я вот в этой конфигурации, я вот в этой конфигурации. Ориентируемся на психофизико-эмоциональное состояние. То есть если ты будешь нарушать баланс, ты будешь болеть. Если ты будешь давать больше, брать денег меньше. Если ты будешь брать денег больше, чем ты стоишь, у тебя не будет клиентов. Кстати, как если ты будешь брать меньше, клиентов может не быть. Вот. И там есть много нюансов, потому что деньги были придуманы для баланса. Вот. И очень многие удивлены, что это всегда больше, чем человек думал. И тогда вступает: да я же. Потом мы им рекомендуем сделать кайтен «Я и деньги», чтобы ты спокойно мог оценивать себя, чтобы ты спокойно мог себя презентовать, чтобы ты верил в технику, в технологию, и чтобы, первое, ты не веришь клиенту. У него уже все есть. Не ты лечишь, не твои технологии работают, у него уже все есть. Он пришел для того, чтобы от тебя отзеркалиться. Ему надо зеркало посмотреть, вправиться, сделать, выплюнуть. Ему надо просто, чтобы ты был нейтральным, приветливым. И что-то вы там поделали какое-то время, да, от 20 до 40 минут, где-то мы в среднем видим, что надо поле души для того, чтобы она сделала то, что она на этот шаг может сделать. Потому что она не сделает больше, то, что не будет неподъемно, и меньше нет смысла. Вот, душа вообще такая максималистка у нас. Вот, поэтому ты, значит, не понял, кто такой атмолог. Если ты не начинаешь работать или считаешь, что ты непригоден, значит, ты все еще думаешь, что ты что-то делаешь. И если ты думаешь, что ты делаешь, тогда ты не атмолог или можешь даже не начинать. То есть атмолог аморальный, мы не за мораль, мы за закон. Он безответственный, потому что ответственность лежит на тебе. Моя ответственность только быть в присутствии, быть в твоем распоряжении, быть безоценочным, быть приветливым, быть честным. Все. И твоя карма, и раз ты пришел к такому атмологу, пока, знаешь, вот, я меняюсь, у меня клиенты меняются. Я смотрю, ко мне раз пошли все клиенты с одним и тем же запросом. Ага, если я пригодна для этого отзеркаливания, мне там что-то сейчас надо куда-то посмотреть. Это игра. Мы вообще говорим, атмология — это игра, нам сейчас за это деньги платят. 3 первых шага, которые должен сделать человек, когда появился интерес и желание научиться стать атмологом. Побыть клиентом. У вас или у любого атмолога? Я дорогой специалист. Вот, я сейчас скажу, где можно побыть у меня. У нас есть, нам даже когда звонят и слышат мой прайс, мы сразу предлагаем наших атмологов. И я все надеюсь, что мы сейчас в ближайшее время сделаем сайт атмологии, где человек сможет найти себе. Хотя сегодня через хэштеги люди пишут, наберите слово атмология и попытайтесь, да, вам дадут контакты. Вот. Второе, то есть когда ты в качестве клиента. Второй шаг, ты в качестве наблюдателя. И вот здесь можно и ко мне. У нас работа проходит в Zoom-конференциях, и ты сидишь себе тихонечко и смотришь, как работает команда, как работает клиент, и ты можешь быть здесь, да, таким свидетелем, наблюдателем. Третье, мы даем кайтен-сессии, это базовый инструмент атмологии, как самопомощь. Даже бесплатно даем. Вообще это отдельный такой инструмент, он классный, но поначалу мы даем даже вот такой инструмент базовый, простой для решения своих задач, причем абсолютно любых.
И тогда ты можешь это сделать для себя или даже попробовать условно для друга, если ты подумываешь пойти на атмолога. Мы просто говорим, что кайден-сессии недостаточно, чтобы работать с другим человеком. Но если ты подумываешь на атмолога, это все-таки деньги, время, силы, то ты можешь попробовать, вот я давай, сейчас подруга тебе рассказывает очередной раз там про сына, или про мужа, или про маму, или еще про что-то, вы сидите опять на кухне, да, с бокалом вина и ай-яй-яй, а муж говорит, давай я тебе вот сделаю кайден-сессию, я в контексте данной темы, да, и вот ее сопроводить и посмотреть. И если это прям ваше, то ваша атма вас позовет.